Друзья, всем привет! Когда до зарплаты остается 3 копейки, готовлю вареники по рецепту моей бабушки с начинкой из соленой капусты. Вареники получаются очень сытными и вкусными. Все останутся довольны. Сначала делаю тесто. Покажу вам, как можно сделать тесто очень быстро, буквально за 15 минут. Сначала делаю все как обычно. Мука, теплая кипяченая вода, яйцо, соль и немного масла. Для вареников замешиваю тесто чуть мягче, чем для пельменей. Делаю сразу много теста, чтобы часть убрать в морозилку для следующего раза. Тесто разделяю на 2 части. Теперь самое главное. Чтобы не тратить время и силы на вымешивание, беру керамическую глубокую чашку, наливаю кипяток, оставляю чашку с водой на 5 минут, чтобы чашка стала горячей. Потом сливаю воду. Складываю тесто в мешок и кладу в горячую чашку. Заворачиваю в полотенце. И сверху накрываю еще одним полотенцем, чтобы тесто было плотно укутано. Оставляю настояться. Тепло сделает за меня всю работу. И пока я занимаюсь начинкой, тесто приготовится. Для вареников нужна соленая или квашеная капуста. Если капуста сильно кислая, ее нужно промыть. Если нет, оставляйте как есть. В любом случае капусту нужно отжать, мелко порезать и добавить лук. На полкило капусты достаточно полголовки лука. Еще добавить немного сахара и заправить растительным маслом. Лучше всего добавить ароматное подсолнечное масло, которое с запахом, как в деревне. С ним начинка получается вкуснее. Теперь можно проверить тесто. Тесто мягкое, мука полностью разошлась. Тепло сделало свою работу. Немного подмешу и все, тесто готово. Мягкое, эластичное. Можно делать вареники. В идеале можно дать еще немного постоять, но в целом тесто готово. Вот так быстро и без усилий я делаю пельменное тесто. Попробуйте, это очень хороший и удобный метод. Теперь все как всегда. На варенике раскатываю лепешки чуть толще, чем для пельменей. Можно наделать вареников побольше и убрать их в морозилку. Пусть лежат. Это очень выручает, когда некогда готовить. Пришли и сварили. В готовые вареники положить сливочное масло и побольше. И можно кушать. Или можно подать вареники по-другому. Более сытный вариант. Особенно нравится мужчинам. Нужно немного полукопченой колбасы, шпикачки или бекона. Нарезать соломкой. Самое главное, чтобы был вкус копчености. Соленой капусты – это идеальное сочетание. На 2 порции достаточно одной шпикачки или совсем немного копченой колбасы. С вареной колбасой получается не так вкусно. И нужен лук. Количество лука произвольное. В сковородку наливаю растительное масло и к нему обязательно добавляю сливочное масло.
С ним гораздо вкуснее. И обжариваю колбасу с луком, чтобы колбаса подрумянилась, а лук стал мягким. Для остроты и пикантности можно добавить красный острый перец, перемешать и сразу выключить огонь. В шкварчащую ароматную поджарку выложить вареные вареники, перемешать, чтобы вареники пропитались маслом и вкусом поджарки. И можно подавать прямо в сковородке. Получается очень вкусно и очень сытно. Особенно такой вариант любят мужчины. С этой поджаркой даже покупные вареники становятся в 100 крат вкуснее. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вкуснятиной.